Много разных историй ходит по белому свету, и кажется, что некоторые из них похожи на сказку. Эту историю рассказал мне один знакомый охотник, Григорий Потапович, который проживал в далекой сибирской деревне. Ну, а верить или нет, дело ваше. В таежном лесу стоял дом лесника, но жила там только одна женщина Галина с пятилетним сыном Антошкой. И был у них еще беспородный пес Мартын. Большой, черный, который сам едва остался жив. Муж этой женщины погиб при пожаре. Загорелось подворье, а за ним и дом, в котором спали муж и их маленький сын. Галя в это время была в городе, поехала закупать продукты для семьи. Бросившись в горящий дом, пес вытащил ребенка. Мальчишка чуть не задохнулся в дыму, а еле живого и обгорелого пса женщина выходила в благодарность за спасение сына. Галина не смогла жить в деревне, где случилась трагедия, все вокруг напоминало ей о гибели мужа. Поэтому она начала просить председателя назначить ее на место пожилого лесника, давно ищущего себе замену. Конечно, председатель сначала сопротивлялся, где это видано, что женщина будет жить одна с ребенком, в глухом лесу, полном волков и медведей. Но Галя была настойчивой и добилась своего. Так они и зажили втроем Галина, сын ее Антошка и верный, беспородный пес. Председатель поначалу часто наведывался в гости, чтобы проверить, как живет семья, но вскоре понял, что новый лесничий в юбке неплохо справляется с обязанностями и оставил их в покое. Первая зима прошла спокойно, а ранней весной животное стало надолго пропадать в лесу. Женщина не знала, что и думать, и с тревогой ожидала блудного пса. Но однажды Мартын пришел не один. На опушке леса, недалеко от дома, стояла молодая волчица. Вот так и раскрылась причина опозданий и исчезновений. Поселилась молодая семья в будке пса. И все бы хорошо, но волчица никак не хотела смириться с присутствием человека. Как только женщина подходила к будке, она тут же пряталась, рычала и скалилась. Однажды ночью в дверь поскребся и тихо заскулил пес. Женщина выскочила во двор, и он повел ее к будке. Волчица лежала на подстилке и с трудом дышала. Галина заглянула вовнутрь и, ласково приговаривая, стала ощупывать ее. Хищница, ослабленная болезнью, не сопротивлялась, а только тихо поскуливала. Все кости были целы, пасть чистая. Что же случилось? Женщина не знала, что с ней делать. Встревоженный Мартын лежал рядом с подругой. Галина посмотрела на него, и тут ей в голову пришла мысль. А может, волчице поможет собачье лекарство? Она принесла аптечку и поставила хищнице укол. А потом родились щенки, настоящие волки, вот только ростом и цветом пошли в отца. Но вместе с радостью пришло и горе. Месяц спустя, после рождения волчат, Мартын, защищая дом от бурого медведя, погиб. Галина похоронила его рядом с большой, белой березой. Волчица не оставила женщину и оставалась ей верной в службе. Но человеческая жизнь не бесконечна. Председатель ехал к дому лесника, как вдруг под ноги лошади бросился волк. Чудом удержавшись в седле, он уже дернул с плеча ружье, как вдруг узнал волчицу Галины. Хищница металась по дороге и скулила. Почувствовав неладное, мужчина подстегнул лошадь и помчался вслед за волчицей. Он нашел женщину в доме, уже остывшей. Вызванный фельдшер сказал, что у нее остановилось сердце, а ночью вся деревня не могла уснуть, выли волки. «А что же случилось с волчицей и ее щенками?» – спросила я у Григория Потаповича. Они ушли в лес. Говорят, что волчица до самой смерти так и не подпустила к себе ни одного волка, а спустя 3 года ее нашли мертвой на могиле пса. Председатель похоронил ее рядом, у белой и высокой березы. Щенки выросли и стали вожаками. У них тоже родились волчата. А самое удивительное, что стаи, у которых были черные вожаки, никогда не нападали на людей и скот, да и охотники их не трогали. Помнили про пса Мартына и его верную подругу. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.
Всего вам доброго. До встречи!